Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня я для вас подготовила вот такие вот красивые следки. Следки очень красивые, на ножке сидят идеально, никуда не сползают. Вязала я данные следки на размер ножки 37-38. Следки вяжутся вот такой вот резиночкой 1 на 1 с вот такими вот интересными прибавлениями. Вязала абсолютно бесшовный. Изначально мы с вами вывязали мысочек, потом мы с вами вывязали половину нашей подошвы, далее вот эту вот часть и пяточку. После всего мы сделали с вами обвязку крючком, чтобы край наш был ровненький и красивый. Данные следки вы можете вязать на любой размер ножки. В ходе вязания вы можете примерять заготовочку на ножку и смотреть, чтобы по размеру ваш хорошо следок ваш сидел. Вязала я данные следки из пряжи Alize Lana Gold Classic. Метраж в 100 граммах 240 метров. Вязала спицами 3,5 миллиметра, круговыми на леске 60 сантиметров. Пяточку вывязывала на леске 40 сантиметров. Если у вас нету круговых спиц, вы можете все следки вязать на чулочных спицах, либо на одной круговой спице. Здесь не принципиально. Следки получаются очень красивые, удобные. Если вам понравилась данная модель следков, предлагаю ее связать вместе со мной. Берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию. На 2 спицы обычным способом набора с помощью длинного хвоста я наберу 9 петель. После того, как вы набрали все петли, я вешаю на спицу мою 2 маркера. Смотрите, выделяю нашу центральную петлю. С одной стороны у нас остается 4 петли, и с другой стороны 4 петли. И мы с 2 сторон петли нашей центральной будем делать прибавление петель. Первая кромочная петля у нас снимается, не провязывая. И далее нам надо из 3 петель вывязать 5 петель с наклоном вправо. Сразу ввожу спицу в 3 петли за правые верхние стеночки, вывязываю 1 лицевую. Вторую петлю я делаю накидом. 3 петля лицевая. 4 петля накидом. И 5 петля также идет лицевая. После того, как у нас на спице получилось 5 петель, мы 3 петли с левой спицы сбрасываем. Маркер перебрасываем. Центральную нашу петельку мы вяжем изнаночной петлей. Второй маркер перебрасываем. И следующие 3 петли нам надо также провязать из 3 петель 5 с наклоном уже влево. Переворачиваем петли, чтобы у нас правые стеночки лежали снизу. И вяжем за правые нижние стеночки 1 лицевая петля, 2 петля накидом, 3 лицевая, 4 накидом и 5 петля лицевая. Последнюю петлю кромочную провязываю изнаночной. Далее у нас идет изнаночная сторона. Первую петлю я снимаю, не провязывая. И далее мы вяжем резиночку 1 на 1 по рисунку. Первая петля у нас идет вот изнаночная. Мы вяжем ее изнаночная. Далее лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Маркер перебрасываем. Центральная петля у нас по изнаночной стороне идет лицевая. Второй маркер перебрасываем. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и кромочная петля всегда вяжется изнаночной петлей. Получается, у нас накиды все провязываются лицевой за верхнюю правую стеночку. И далее мы вяжем так, повторяя первый и второй ряд на необходимую нам высоту. Первую петлю мы снимаем, и далее мы вяжем резиночкой 1 на 1, не довязывая до нашего первого маркера 3 петли. Получается 1 лицевая, 2 изнаночная. У нас до маркера первого остается 3 петли. Я лицевые петли перевернула, чтобы у меня правые стеночки лежали сверху. И будем из 3 петель вывязывать 5 с наклоном вправо.
Первая петля у нас будет идти лицевой, вторая петля накидом, третья петля у нас также будет идти лицевой, четвертая накидом и пятая лицевой. После того, как мы вывязали 5 петель, 3 петли мы сбрасываем с левой спицы. Маркер первый перебрасываем, 1 изнаночная. Второй маркер перебрасываем, и сразу после второго маркера мы из 3 петель также вывязываем 5, только с наклоном влево. За правые нижние стеночки вывязываем 5 петель. Первая, вторая, третья, четвертая и пятая. Все остальные петли на левой спице мы вяжем резиночкой 1 на 1 по рисунку. 1 изнаночная, вторая лицевая и кромочная. Далее у нас идет изнаночная наша сторона. Первую кромочную петлю я снимаю и далее вяжем резиночку 1 на 1. 1 изнаночная. Только смотрите, лицевые петли за правые стеночки вяжете. Вот у меня правая стеночка лежит снизу, я ее вяжу за нижнюю правую стеночку. Далее у нас идет изнаночная. Накиды я все вяжу за правую верхнюю стеночку. Правые стеночки в накидах у меня лежат сверху, чтобы петли у вас не получились перекрученные. Если вам маркеры не нужны и вы ориентируетесь хорошо без маркеров, можете их снять и далее вязать без маркеров. Давайте еще раз повторим. У нас идет лицевая наша сторона. И мы вяжем резиночкой 1 на 1, не довязывая 3 петли до первого маркера. Первую кромочную петлю я снимаю и далее вяжу лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. У меня до первого маркера осталось 3 петли. Я лицевые петли перевернула, чтобы у меня правые стеночки лежали сверху, и провязываю из 3 петель 5. 1 лицевая за верхние стеночки правые, вторая накидом, третья лицевая петля, четвертая накидом и пятая петля также идет лицевая. Маркер первый я перебрасываю, далее у нас центральная петля идет изнаночная, второй маркер перебрасываю, и из следующих 3 петель мне надо вывязать 5. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Все остальные петли я вяжу резиночкой 1 на 1 по рисунку. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и кромочная. По изнаночной стороне я вяжу петли резиночкой 1 на 1, только внимательно смотрите лицевые петли, вяжите за правые стеночки. Вот у меня правая стеночка лежит снизу, я ее вяжу за нижнюю. Далее вот у нас также снизу правая стеночка лежит, я ее вяжу также за нижнюю. Все накиды мы провязываем лицевой за верхнюю стеночку, правую, чтобы петли ваши не были перекручены. И таким образом я буду вязать далее, пока у меня на спице не получится 69 петель. Изнаночные ряды вяжите по рисунку резиночкой 1 на 1. Если посмотреть на готовом слитке, вы должны вывязать вот эту вот часть. И у вас вот таким вот образом должна она выглядеть. Встретимся, когда на спице у вас будет 69 петель. Я вывязала мой мысочек. Вот такая вот деталь у вас должна будет получиться. Сейчас на спице у меня 69 петель. Если посмотреть на готовом слитке, мы вывязали вот эту вот часть. Далее нам надо вывязать половину нашей подошвы. Смотрите, размер можно отрегулировать, примеря нашу заготовочку уже на ножку, чтобы закрывала наша деталь полностью наш мысок в немного растянутом состоянии, как она будет у вас сидеть на ножке. Здесь вот что широко у вас получается, это ничего страшного, потом, когда подберутся по бокам петли, оно все встанет на свои места.
На подошву я оставляю центральных 17 петель. Остальные петли нам надо с вами убавить. Первая петля кромочная на протяжении всего вязания будет сниматься не провязывая, и далее вяжем резиночкой 1 на 1. Вяжем вместе с кромочной 26 петель. Вот у меня провязано вместе с кромочной 26 петель. Далее я вешаю маркер. И далее начинается 17 петель, это петли нашей подошвы. Вяжем резиночкой 1 на 1 17 петель. Семнадцать петель я провязала, далее вот вешаю второй маркер, и вот эти вот петли между первым и вторым маркером остаются неизменные. Мы их вяжем просто по рисунку, как в лицевых, так и в изнаночных рядах. После того, как мы вывязали наши 17 петель, сразу после второго маркера мы петлю с вами одну будем убавлять. Первую петлю мы снимаем, вторую провязываем лицевой, и теперь первую петлю набрасываем на вторую. Мы с вами сделали убавление с наклоном влево. Переворачиваем наше вязание. Первая петля вот эта вот будет кромочная. Дальше перебрасываем маркер, и петли между первым и вторым маркером мы вяжем по рисунку резиночкой 1 на 1. Довязали до маркера, маркер перебрасываем, и с этой стороны мы также должны убавить одну петлю. По изнаночной стороне мы будем убавлять петли, провязывая 2 вместе петли за верхние стеночки одной изнаночной петлей. Переворачиваем вязание и продолжаем вязать далее. Петлю мы снимаем, она у нас теперь будет идти как кромочная, маркер, и вяжем резиночку 1 на 1 между первым и вторым маркером. Довязали до второго маркера, маркер перебрасываем, и сразу после второго маркера мы с вами убавляем одну петлю. Одну петлю мы снимаем не провязывая, вторую провязываем лицевой, и первую петлю набрасываем на вторую. Обратно переворачиваем наше вязание. Первую петлю мы снимаем, маркер, и далее резиночкой вяжем 1 на 1 до первого нашего маркера. Довязали до первого нашего маркера, маркер перебрасываем на правую спицу и вяжем, так как это у нас изнаночная наша сторона, 2 вместе одной изнаночной петлей за верхние стеночки. Петлю мы снимаем, маркер перебрасываем и далее вяжем резиночкой 1 на 1 до второго маркера. Довязали до второго нашего маркера, маркер перебрасываем, и после второго маркера мы будем убавлять петли с наклоном влево, так как это у нас лицевая сторона. Первую петлю я снимаю, вторую провязываю лицевой, и теперь первую петлю набрасываю на вторую. Мы с вами убавили одну петлю с наклоном влево, переворачиваем наше вязание, первую петлю мы снимаем, маркер, и далее вяжем резиночкой 1 на 1 до первого нашего маркера. Довязали до маркера, маркер перебрасываем, и так как это у нас изнаночная сторона, мы будем убавлять петли, провязывая 2 вместе одной изнаночной петлей. Мы с вами сделали убавление с наклоном вправо. Итак, мы с вами убавляем петли. Получается, в лицевом ряду сразу после маркера мы с вами одну петлю снимаем не провязывая, вторую петлю провязываем лицевой, и потом первую петлю набрасываем на вторую. В изнаночном ряду сразу после маркера мы провязываем 2 петли вместе одной изнаночной петлей за верхние стеночки. Убавляем петли, пока у нас не останется на спице только вот эти вот 17 петель. Боковые петли должны все убавиться.
Встретимся, когда у нас на спице останутся только петли нашей подошвы. После того, как мы с вами убавили все боковые петли, у нас на спице остались только петли подошвы. Вот таким вот образом у вас должен выглядеть ваш следок. Если померить на ножку, смотрите, ничего страшного, если он вот так вот. Сейчас мы с вами поднимем все петли с одной стороны и с другой стороны, и у нас следок хорошо сядет на ножку. Мы с вами вывязали половину только подошвы. Мы с вами убавили все петли, и сейчас вот по лицевой стороне начинаем вязать. Первая петля у нас идет как кромочная, и далее резиночкой 1 на 1 провязываем все петли на спице. Последняя петля уже не будет кромочной. Вот еще, если вы правильно все связали, у вас с одной и с другой стороны вот такие бороздочки должны получиться. Так как у нас предпоследняя петля у нас изнаночная, значит последняя у нас лицевая. И далее нам по этому краю нужно поднять 13 петель. Всего, если мы посчитаем кромочных, 15 петель, но мы поднимаем только 13. Поднимать петли можно крючком, можно спицей. В данном случае я буду поднимать спицей. Смотрите, за 2 кромочные дужки поднимаем петли. Первая, вторая, третья и так далее. Поднимаем 13 петель. Вводим спицу в каждую кромочную петлю. И из каждой петли у нас должна получиться одна поднятая петля. Здесь вот 2 петли в самом конце мы не будем поднимать. Только поднимаем 13 петель. Петли по боковой части я подняла. Вот таким вот образом у вас должно это все выглядеть. Далее переворачиваю вязание и буду вязать второй наш ряд. Первая кромочная петля снимается, не провязывая, и далее начинаем с изнаночной петли. Одна изнаночная, вторая лицевая, одна изнаночная, вторая лицевая и так далее. Здесь главное, чтобы мы вышли на подошву и рисунок наш сохранился. Получается, мы с края рассчитываем так петли, чтобы рисунок на подошве у нас сохранился. Поэтому мы начинали с изнаночной петли. Последняя петля уже не кромочная, а изнаночная. Мы с вами провязали. Теперь нам надо поднять по этой стороне таким же методом, как мы поднимали с этой стороны, также 13 петель. Только поднимать петли немножко будем другим способом. Вводим спицу и подхватываем нашу рабочую ниточку вот таким вот образом. Вторая петля, третья, четвертая, за 2 дужки кромочной петли и так далее. Это для того, чтобы у нас вот кромочная косичка вышла на изнаночную сторону. Здесь немножко по-другому мы с вами поднимали, и также кромочная косичка у нас на изнаночной стороне. Лицевая сторона, вот все ровненько, красиво. И с этой стороны. Так что обратите внимание, поднимать петли немножко нужно с другой стороны, так как это у нас изнаночная сторона, по-другому. Вот все петли подняты с одной и с другой стороны, и теперь начинаем наше вязание. Все петли вяжем резиночкой, чтобы подошва у нас совпадала. Мы будем начинать вязать с лицевой петли. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и так далее. Смотрите, чтобы рисунок подошвы у вас совпал. Вот я провязала до конца 3-й ряд. Вот подошва наша идет по рисунку дальше. Если посмотреть на готовом следке, мы вяжем вот эту вот часть. И так мы с вами вяжем на мой размер 37-38 я буду вязать 12 рядов. 3 ряда мы с вами вместе провязали, и так мы еще вяжем 9 рядов.
Все петли мы вяжем по рисунку резиночкой 1 на 1, как в лицевых рядах, так и в изнаночных. Встретимся, когда вывяжем всего 12 рядов. 3 ряда мы с вами уже провязали. Вот смотрите, я вывязала 12 рядов по кругу резиночкой 1 на 1. Если вам в некоторых местах неудобно вязать спицы, если вы также вяжете круговой спицей, делаете вот такую вот петельку в любом месте, где вам неудобно, и вяжете далее. Я вот перешла на спицу 40 сантиметров, также 3,5. Если у вас нету спицы 40 сантиметров, можно и вязать на той, которая у вас есть. Если вы вяжете на чулочных, все петли распределяйте просто на чулочные спицы. И вот эту вот длину регулировать надо под каждый размер. Будет разная. Я вот возьму манекен ножки. Смотрите, наша стопа уже практически готова. И в хорошо растянутом состоянии она должна быть вот нам хороша. Если вам не хватает, чтобы закрыла всю вашу стопу, тогда вы вяжете еще пару рядов. Если вам много, 12 рядов, тогда вы вяжете поменьше рядов. Так как мы с вами еще будем в слитке вязать пяточку, и оно вот хорошо сидит на слитке. Вот хорошенько растягивайте наше полотно, и оно должно быть по нашей стопе. После того, как мы вывязали вот эту вот часть, мы начинаем вязать нашу пяточку. Выделяем наши 17 центральных петель подошвы, и также будем делать убавления, как мы делали вот здесь вот. Мы будем убавлять все вот боковые петли. Первый ряд кромочную петлю мы снимаем, и далее резиночкой 1 на 1 вяжем до второго маркера. Вот я довязала до второго маркера. Маркер второй я перебрасываю, и далее мы делаем убавление. Первую петлю я снимаю, вторую провязываю лицевой, и первую петлю набрасываю на вторую. Так мы делать будем убавление в каждом лицевом ряду. И у нас будут вот такие вот бороздочки получаться, как мы делали вот этой вот части. Переворачиваем наше вязание. Ниточка у нас впереди находится. Первая петля у нас будет идти как кромочная, маркер перебрасываем. И петли между первым и вторым маркером будут неизменно идти резиночкой 1 на 1. Вяжем до нашего маркера. До маркера я довязала, маркер перебрасываю, и так как это вот изнаночная сторона, мы убавляем петли 2 вместе одной изнаночной петлей. Переворачиваем вязание, и так мы вяжем далее, пока не убавятся все боковые петли с одной стороны и с другой стороны. Получается, в лицевом ряду одну петлю снимаем, вторую привязываем лицевой, и первую петлю набрасываем на вторую. В изнаночном ряду мы вяжем 2 петли вместе одной изнаночной за верхние стеночки. Встретимся, когда убавим все боковые петли. У нас на спице получится только 17 петель подошвы. Ну вот, я вывязала мою пяточку до тех пор, пока не убавились все боковые петли. Если вы все правильно связали и убавляли петли, так же, как я объясняла, у вас с двух сторон должны получиться вот такие вот 2 бороздочки. Осталось закрыть петли и сделать обвязку. Первая петля снимается. Далее вяжется 1 лицевая, первая петля набрасывается на провязанную. И далее также лицевая, первая петля набрасывается на провязанную. Лицевая, первая петля набрасывается на провязанную. И так мы закрываем, пока у нас не останется вот одна такая открытая петелька. Самостоятельно закрываем до конца, сильно полотно не стягиваем, чтобы край наш был не сильно тугой. Вот таким вот образом, после того, как вы закроете все петли, у вас должен выглядеть ваш следок. Теперь мы должны сделать обвязку. Берем крючок. Крючок примерно 3-3,5 мм берем. Далее в каждую кромочную петлю вводим крючок за 2 дужки кромочной петли и обвязываем столбиком без накида.
Ввели крючок, получилась петелька, и 2 петельки мы соединяем. Ввели крючок, получилась петелька, и 2 петли соединяем. И вот таким вот образом обвязываем далее. Вот мы с вами начали обвязывать вот с этого края. И обвязываем до вот этого, получается, вот здесь вот, когда мы закрывали петли, мы с вами не будем обвязывать. Край у нас очень красивый и ровный получается. Если показать на готовом следке, вот этот вот шов, который мы закрывали, не обвязываем, а только обвязываем вот это вот. Вот мы с вами довязали до вот этой вот пяточки. Далее мы с вами обвязывать не будем. Разровняем хорошенько шов. Сделаем вот еще одну воздушную петлю. Ниточку обрезаем, затягиваем петельку и по изнаночной стороне это все прячем. После того, как мы с вами спрятали все кончики, у нас вот такие вот 2 следка красивых получилось. Абсолютно бесшовных, хорошо очень смотрятся на ножке, никуда следок не сползает. Если вам понравился данный мастер-класс, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.